Ты просыпаешься не потому, что выспался, а потому, что внутри сработал сигнал, и этот сигнал не похож на мысль. Этот сигнал похож на телесное включение, как будто кто-то нажал кнопку тревоги, и ты еще даже не успел вспомнить имя, а грудь уже стала плотнее, дыхание уже стало короче, и мозг уже потянулся к одному и тому же месту, потому что он привык, что в этом месте, когда то было облегчение, и пока ты лежишь, ты будто слышишь внутри вопрос, который не произносится словами, но ощущается кожей, ты все еще со мной или меня окончательно оставили. Смотри до конца, потому что ближе к финалу я дам тебе простую проверку, по которой ты отличишь любовь от тревожной зависимости прямо по ощущениям в теле и потому, что происходит с твоим сном. А еще мы дойдем до момента, где я скажу, что делать, если бывший или бывшая внезапно появится снова, потому что именно там чаще всего обнуляется весь прогресс, и люди возвращаются в круг, даже если они уже все поняли головой. И чем больше ты пытаешься говорить себе, что все закончилось, что пора перестать, что нужно уважать себя, что нельзя унижаться, тем сильнее возникает ощущение, что в тебе живут две разные части. Одна часть рассуждает взросло и правильно, а другая часть как будто маленькая и испуганная. И эта часть не спорит аргументами, она просто требует вернуть безопасность. И вот здесь важно остановиться, потому что если ты начнешь ругать себя, ты добавишь еще один слой напряжения. А напряжение всегда ищет быстрый выход. И самый быстрый выход мозг знает один — снова приблизиться к источнику прежнего облегчения. Если переводить это на язык современной психологии, это выглядит очень просто и очень жестко. Болби называл привязанность базовой системой. А если сказать по-человечески, значимый человек становится внешним регулятором. И пока отношения есть, даже если они были сложными, нервная система часто успокаивается через контакт, через сообщение, через голос, через факт присутствия. А когда контакт исчезает, то исчезает не только человек, исчезает привычный способ возвращать себе нормальное состояние. И поэтому ты чувствуешь не просто грусть, ты чувствуешь сбой в регуляции, и ты пытаешься восстановить регуляцию тем способом, который мозг уже знает. И именно здесь люди совершают самую дорогую ошибку, потому что мозг предлагает микродозу, а микродоза всегда выглядит невинно, как будто ты просто посмотрел, как будто ты просто проверил, как будто ты просто увидел, как будто ты просто вспомнил. Но система вознаграждения не различает невинно и не невинно. Она различает подкрепление и отсутствие подкрепления. И если подкрепление происходит, мозг получает сигнал, что шанс существует, и тогда включается ожидание. А ожидание начинает пожирать тебя медленно и стабильно. Хелен Фишер много лет объясняла, что романтическая привязанность ведет себя как система стремления, как механизм, который делает одного человека целью. И когда цель исчезает, механизм сначала не прекращает работу, он усиливает поиск. Потому что мозг устроен так, что он не любит потерю награды. И если отношения были нестабильными, если тепло было порциями, если контакт то был, то пропадал, то эта схема закрепляется сильнее, потому что переменное подкрепление делает тягу более липкой. Это не поэзия, это закономерность обучения. И когда ты это понимаешь, ты перестаешь путать тягу с судьбой, потому что судьба не делает тебя бессонным, судьба не делает тебя зависимым от пауз, судьба не превращает твою самоценность в реакцию на чужую активность, а вот переменное подкрепление делает. И вот ты сидишь и чувствуешь, что внутри кипит, потому что ты устал, потому что ты уже 100 раз слышал советы, потому что тебе кажется, что все это бесконечно, и в этот момент очень легко начать себя унижать. Но унижение не лечит. Унижение делает тебя маленьким, а маленький внутри всегда ищет внешнего взрослого, который скажет, что все хорошо, и если внешнего взрослого нет, ты начинаешь искать его в бывшем партнере, даже если он или она давно перестали быть твоей безопасностью. Поэтому первый важный шаг в этом сценарии звучит некрасиво, но честно. Ты перестаешь принимать решения на пике, потому что пик — это химия, а не ясность. И в этот момент твой мозг
не судья реальности. Твой мозг — продавец облегчения. И он будет продавать тебе одно и то же. Еще один взгляд, еще один контакт, еще одно объяснение, еще одно последнее сообщение. И если ты покупаешь, ты получаешь минуту облегчения, и потом расплачиваешься ожиданием. И вот это ожидание и превращает боль в книгу, потому что ожидание бесконечно, а горе проживаемо. Сейчас я расскажу тебе первую мини-историю, чтобы ты увидел, как это работает у человека, который не слабее и не глупее тебя. Просто он оказался в той же биологии. Парень, назовем его Паша, не писал, потому что гордость, потому что он взрослый, потому что он не хочет быть тем, кто бегает. Но каждое утро он начинал с одной вещи. Он открывал, смотрел, проверял и говорил себе, что это просто привычка, что это не влияет, что он просто хочет знать. И сначала казалось, что он держится, потому что он не унижается напрямую. Но на самом деле он жил в ожидании, потому что каждый просмотр превращался в попытку угадать, что происходит. И когда он видел, что то нейтральное, он начинал додумывать. Когда он видел, что то хорошее, его прожигало. Когда он видел тишину, он начинал надеяться. И он не понимал, почему его состояние не улучшается, ведь он же ничего не делает. А он делал, он ежедневно подкреплял петлю. Поворот случился в тот день, когда он впервые честно признал, что это не про любовь, это про регулирование тревоги, потому что каждое утро он просыпался с напряжением, и проверка была его способом снять напряжение. И когда он увидел это, он перестал спорить с собой, он сказал себе: «Я не буду пытаться быть сильным, я буду пытаться быть здоровым». И он перекрыл доступ не театрально и не демонстративно, а гигиенически, как человек, который лечит ожог и перестает трогать его пальцем. И первые дни ему было хуже, потому что мозг требовал привычное подкрепление. Но дальше началось то, что всегда начинается. Если перестать кормить, тяга стала слабее, потому что мозг начал учиться жить без сигнала. И вот здесь важно, чтобы ты не попал в еще одну ловушку, потому что мозг будет говорить тебе, что если тебе хуже в первые дни, значит, ты сделал неправильно. Но часто это означает ровно обратное. Это означает, что ты перестал кормить, и система перестраивается, и если ты выдерживаешь этот период без микродозы, мозг начинает отпускать. И если тебе важна эта тема, поставь лайк не ради меня, а чтобы это видео нашло тех, кто прямо сейчас, в такой же ночи, как и ты. Потому что иногда чужой человек держится еще один день просто потому, что слышит ясную карту вместо пустых советов. Теперь практика, которая делает этот период реальным и переносимым, а не просто мучительным запретом. И это практика замены, потому что мозг не терпит пустоты. И если ты убрал источник награды, ты должен дать другой, иначе мозг будет возвращать тебя обратно, снова и снова, не из злобы, а из функции. Замена не должна быть демонстрацией, где ты строишь идеальную новую жизнь за неделю, потому что демонстрация превращает восстановление в экзамен, а экзамен создает стресс, а стресс снова требует обезболивания. Замена должна быть простой и повторяемой, потому что мозг обучается повторением. И здесь тебе нужно 3 вида замены: телесная, смысловая и социальная. Но это не список ради списка. Это 3 двери, через которые нервная система получает сигнал безопасности и награды без бывшего партнера. Телесная дверь — это движение и ритм, потому что тело хранит реакцию. И Ван дер Колк об этом писал без романтизации. Тело продолжает жить, как будто опасность рядом. Даже если голова понимает, что опасности нет, и пока тело в угрозе, мозг будет крутить мысли, потому что мысли становятся попыткой решить телесное состояние. И поэтому ты не обязан начинать с философии, ты начинаешь с физиологии. Ты возвращаешь дыхание и ритм. Дыхание здесь важно не как вдохновение, а как рычаг. Выдох длиннее вдоха, потому что выдох снижает возбуждение. И ты не делаешь из этого ритуал. Ты делаешь из этого первую помощь. Потому что когда ты накрыт, тебе не нужен красивый смысл. Тебе нужен способ снизить волну. А когда волна ниже, смысл становится доступным. После выдоха
ты добавляешь движение. Не подвиг и не наказание, а разрядку, потому что стресс — это энергия. И если энергия не выходит, она превращается в мысли, и мысли становятся липкими. Поэтому ты выходишь на воздух, двигаешься, делаешь короткий круг, даешь телу завершить реакцию, и это звучит слишком простым. Но простое работает потому, что оно повторяется, и повторение создает новую дорогу. Смысловая дверь — это маленькие завершения, потому что мозг любит закрывать циклы. И когда у тебя нет завершения в настоящем, мозг пытается завершить прошлое, он возвращает тебя к тем же диалогам в голове, к тем же сценам, к тем же вопросам, которые не дают ответа, и ты тонешь в руминации. И руминация не анализ. Руминация — это круг. Поэтому ты даешь мозгу маленькое завершение в дне. Не ради продуктивности, а ради нейрохимии, чтобы мозг почувствовал, что день не развалился, что ты что-то сделал, что ты продвинулся. И это может быть что угодно. Один законченный кусок дела, одна прогулка, один разговор, одно действие, которое ты довел до конца. Социальная дверь — это безопасный контакт, потому что человек не лечится изоляцией, и Алан Шор много писал про регуляцию через связь. И если романтическая связь исчезла, тебе нужно не искать немедленно новую романтику, тебе нужно восстановить ощущение, что связь как явление существует. И для этого подходит разговор с человеком, который не подбрасывает новости и не разжигает в тебе надежду, а просто присутствует. Потому что присутствие без крючка возвращает нервной системе ощущение, что ты не один, а когда ты не один, ты меньше цепляешься за одного. И вот здесь я задам тебе вопрос, который часто вызывает внутренний протест. Но он важен, потому что он про честность. Ты хочешь сейчас быть правым и сильным в своем образе, или ты хочешь быть живым и восстановленным, потому что образ часто заставляет тебя держать дверь приоткрытой, чтобы не признать окончательность, а восстановление требует закрыть канал подкрепления, хотя бы на период, и закрыть не из ненависти, а из гигиены. И если ты сейчас чувствуешь, что внутри снова закипает, потому что ты устал и хочешь, чтобы это закончилось быстрее, я скажу тебе честно, быстрый путь почти всегда оказывается длинным, потому что быстрый путь — это микродоза, а микродоза делает петлю длиннее. А спокойный путь через прекращение подкрепления сначала кажется сложнее, но он дает результат, потому что мозг обучается, и ты не обязан верить мне. Ты можешь проверить на себе. Любой раз, когда ты сорвался и посмотрел, ты получил облегчение на минуту и потом расплатился ожиданием. А любой раз, когда ты выдержал волну без подкрепления, на следующий день твое тело стало чуть ровнее. И если таких дней становится больше, ровность становится новой нормой. Ты понял основу, и это уже много, потому что пока ты думаешь, что тебя держит только любовь, ты будешь искать спасение в том же месте, а когда ты понимаешь, что тебя держит еще и механизм подкрепления, и механизм ожидания, и телесная тревога, у тебя появляется свобода действовать иначе, потому что ты перестаешь вести переговоры с иллюзией и начинаешь работать с реальностью. И вот здесь обычно возникает следующий вопрос, который люди задают себе в тишине, а вслух стесняются. Почему меня так тянет именно к тем, кто дает меньше? Почему мне так сложно там, где спокойно? Почему мне легче в драме, чем в норме? И если ты узнаешь это в себе, это не значит, что ты любишь страдать. Это чаще значит, что твоя нервная система когда-то привыкла распознавать любовь через напряжение. Потому что когда любовь в прошлом была непредсказуемой, ты мог научиться, что тепло приходит после тревоги, что близость нужно заслуживать, что контакт можно потерять, если ты не будешь достаточно хорошим, и тогда мозг начинает путать знакомое с ценным. А знакомое с детства не всегда безопасно. Иногда знакомое просто привычно болезненно. Алан Шор объяснял это через регуляцию, и если перевести его идеи на человеческий язык, выходит такая вещь. Твой мозг привык, что успокоение приходит через другого, через его реакцию, через его присутствие, через его сообщение. И когда другой исчезает, ты как будто теряешь внешний пульт управления,
своим состоянием. И тогда ты начинаешь паниковать не потому, что ты слабый, а потому, что у тебя временно нет привычного способа вернуться в норму. И как раз поэтому так важно научиться регулировать себя по-другому. Потому что тогда в будущих отношениях ты не будешь требовать от партнера быть твоим кислородом, и это делает связь здоровее. Но есть одна штука, которая часто мешает людям делать эту работу, и она звучит как будто мудро, но внутри там ловушка. Эта штука называется надежда. Потому что надежда может быть хорошей, когда она направлена на твою жизнь, на твой рост, на твое будущее. Но надежда становится наркотиком, когда она направлена на человека, который не становится безопасным. И тогда надежда выглядит как свет, а по факту это постоянная тяга к микродозе, потому что мозг ждет следующего сигнала. И чем дольше он ждет, тем сильнее он устает. Если тебе хочется проверить, где у тебя надежда строит, а где у тебя надежда держит, ты можешь задать себе один очень жесткий, но честный вопрос. Что произойдет с моим сном и с моим телом, если сейчас появится сообщение? И если ответ таков, что ты потеряешь сон, что тебя начнет трясти, что ты перестанешь есть, что ты снова начнешь ждать, значит, надежда уже не про любовь. Надежда про зависимость, потому что любовь может быть грустной и теплой одновременно. Но зависимость всегда включает ожидание и тело в угрозе. И здесь тебе поможет одна практика, которая звучит очень по-взрослому, потому что она не про запреты, а про ответственность. Ты учишься отвечать себе не только за то, что ты чувствуешь, но и за то, что ты с этим чувством делаешь. Потому что чувство приходит, а действие выбираешь ты. И если ты начинаешь относиться к действию как к выбору, а не как к автомату, то у тебя появляется промежуток свободы. Когда накрывает, ты сначала называешь, что происходит. Ты не говоришь себе красивых фраз, ты говоришь правду. Меня накрыло, мне хочется сигнала, мне хочется облегчения. И это нормально. А потом ты добавляешь второй слой правды, но очень спокойный. Облегчение через прошлое. Даст мне минуту и заберет у меня ночь. И если ты повторяешь эту правду несколько раз, мозг начинает учиться считать цену, потому что в момент тяги мозг умеет считать только выгоду, а цену он забывает. И если ты возвращаешь цену в картину, тяга становится слабее. Я расскажу тебе еще одну мини-историю, чтобы ты увидел, что эта арифметика работает в реальной жизни, а не только в теории. Женщина, назовем ее Катя, говорила, что каждый раз, когда ей становилось легче, она сама себе устраивала проверку, потому что ей хотелось убедиться, что она сильная, что она уже отпустила, и она делала это как будто невинно, просто посмотрю и все. И действительно, иногда она смотрела и почти ничего не чувствовала. И ей казалось, что она победила. А потом вечером она вдруг начинала ждать, начинала думать, начинала проверять еще раз, потому что мозг уже получил сигнал, что тема активна. И вот это и есть коварство. Иногда микродоза не бьет сразу. Она бьет с задержкой, как будто ты бросил маленький камень в воду, и круги расходятся позже. И когда Катя увидела эту задержку, она, наконец, перестала путать проверку со зрелостью, потому что зрелость оказалась не в том, чтобы смотреть и не реагировать. Зрелость оказалась в том, чтобы не трогать, пока заживает. И тут появляется следующий важный слой, потому что когда ты прекращаешь микродозы и строишь замену, мозг может начать искать другой способ вернуть тебе прошлое. Он может начать делать это через фантазию, через внутренние диалоги, через прокрутку, через воображаемые разговоры, где ты, наконец, говоришь идеальные слова, где другой, наконец, понимает, где все, наконец, становится логичным. И это называется руминацией, и Курпатов часто описывает это как ментальную жвачку, когда мозг как будто занят делом, но по факту он просто крутит один и тот же круг. Руминация опасна не тем, что ты думаешь думать нормально. Руминация опасна тем, что она имитирует решение, но не дает решения. Она расходует ресурс, но не дает результата, и ты устаешь не от жизни, а от бесконечной внутренней работы, которая не приводит никуда, потому что прошлое невозможно доработать до идеального финала. Прошлое можно только принять как факт и перестать кормить.
Чтобы выйти из руминации, тебе нужна не сила, тебе нужен переключатель. И переключатель очень простой. Ты учишься различать мысль и действие. Мысль может прийти, но действие ты выбираешь. И если мысль превращается в жвачку, ты не продолжаешь жевать. Ты переводишь внимание в тело, в опору, в то, что ты видишь, слышишь, чувствуешь. Потому что конкретика вытаскивает тебя из тоннеля, а руминация всегда живет в тоннеле. Ты можешь сделать это прямо в моменте. Ты замечаешь, что тебя снова унесло. И говоришь себе: «Я сейчас не решаю судьбу. Я сейчас возвращаюсь в тело». И ты чувствуешь стопы, чувствуешь поверхность под собой, чувствуешь воздух. И делаешь длинный выдох. И повторяешь, пока не станет хоть чуть тише. Потому что тишина не обязана быть полной. Тебе достаточно, чтобы мысль перестала командовать. И здесь есть тонкая вещь, которую редко проговаривают, но она многое объясняет. Иногда тебе кажется, что если ты перестанешь думать о человеке, ты предашь любовь, и поэтому ты как будто держишь мысль специально, чтобы доказать себе, что это было важно. Но важность не измеряется количеством страданий и количеством прокруток. Важность измеряется тем, что ты вынес и как ты изменил свою жизнь. И если ты перестаешь мучить себя, это не значит, что любовь была фальшивой. Это значит, что ты перестаешь превращать любовь в цепь. Теперь я хочу дать тебе практику, которая делает восстановление заметным, потому что многие люди устают от процесса не потому, что процесс сложный, а потому, что они не видят измеримого движения. А мозг любит видеть движение. Ты выбираешь один маркер, который ты можешь отслеживать без самосуда. Например, сон, потому что сон — это очень честный индикатор. Если сон становится лучше, значит, нервная система перестраивается. Если сон становится хуже, значит, ты снова кормишь петлю или снова живешь в перегрузе. И ты не обвиняешь себя за плохой сон. Ты просто используешь сон как термометр, чтобы понимать, что работает, а что нет. И ты выбираешь второй маркер, который связан с импульсом. Насколько часто в день у тебя возникает желание посмотреть, проверить, написать. Потому что импульс — это тоже индикатор. И если импульс приходит реже или проходит быстрее, значит, ты двигаешься, даже если внутри еще больно, потому что боль может жить, но управление уже возвращается. И третий маркер связан с телом, насколько быстро ты возвращаешь дыхание после триггера, потому что триггеры будут, имя услышишь, место увидишь, сон приснится. Но разница между человеком, который застрял, и человеком, который восстанавливается, не в том, что триггеров нет, а в том, что после триггера он возвращается быстрее и не делает из триггера цепочку действий. Сейчас я скажу одну вещь, которая может звучать жестко, но она экономит время. Если ты хочешь ускорить восстановление, тебе важно беречь ресурс, потому что недосып и голод, и изоляция, и алкоголь, и постоянный стресс делают твою нервную систему более реактивной. А реактивная нервная система возвращает тебя в старую петлю легче. И Черниговская часто говорит о том, что мозг любит экономить энергию и выбирает самые привычные пути. А привычный путь в стрессе — это вернуться в старое. Поэтому твоя задача сделать так, чтобы мозгу было легче выбрать новый путь. А для этого ты бережешь сон, бережешь еду, бережешь ритм, бережешь контакт с живыми людьми. И это не банальные советы, это биологическая база, без которой любая психология становится красивыми словами. И теперь я хочу подвести тебя к одному из самых важных мест, потому что на этом месте люди либо действительно выходят, либо возвращаются в круг. И место звучит так: что делать, если он или она снова появится, потому что появление всегда включает старую дорожку. И мозг мгновенно начинает продавать тебе надежду, и если ты не готов, ты срываешься. В следующей части я разберу эту ситуацию как сцену, что происходит в первые минуты, что происходит в первые часы, как не принимать решения на пике, как отличать реальные изменения от микродозы, как выстроить рамку, если ты все же отвечаешь, и что делать, если ответил и тебя накрыло, потому что это самые частые точки отката. И если ты будешь знать их заранее, ты перестанешь бояться будущего, потому что у тебя будет план поведения, а не только красивые мысли. Ты видишь сообщение, и сначала это даже не мысль, а телесный удар.
потому что пальцы становятся теплее, дыхание становится короче, внимание сужается, и мозг мгновенно рисует мостик туда, где когда-то было облегчение. И в этот момент ты можешь подумать, что ты уже взрослый, что ты уже многое понял, что ты уже не поведешься. Но именно в этот момент взрослость и проверяется, потому что взрослость здесь не в красивом ответе и не в правильных словах. Взрослость здесь в паузе, которая дает тебе шанс не отдать управление химией. Первое, что происходит, это всплеск. И всплеск почти всегда похож на эйфорию, потому что мозг получает сигнал, что источник награды снова доступен, даже если награда еще не получена. Поэтому ты можешь почувствовать странную смесь, будто тебе стало легче и тяжелее одновременно. Легче, потому что появилась надежда, тяжелее, потому что вместе с надеждой включилось ожидание. А ожидание — это то, что уже однажды сожгло тебе сон. В этот момент есть одно правило, которое не выглядит романтично, но спасает. Ты не отвечаешь сразу, и ты не принимаешь решений сразу, потому что первые минуты и первые часы — это не ты, это твоя система вознаграждения и твоя система угрозы, и они будут тянуть тебя к тому, что знакомо, даже если знакомое тебя ломало. Поэтому твоя первая задача — это вернуть себе тело, чтобы ответить не из тяги, а из опоры. Ты делаешь то, что уже умеешь. Длинные выдохи, движение, вода, свет, любая короткая разрядка. И ты даешь себе время не потому, что ты играешь в холодность, а потому, что ты защищаешь нервную систему, которая еще может быть чувствительной. И если ты чувствуешь злость от того, что тебе вообще приходится это делать, это нормально, потому что злость говорит, что ты не хочешь снова платить собой. Но злость не должна стать перепиской, потому что переписка на злости — это тоже микродоза, только с другим вкусом. Когда тело становится ровнее, ты задаешь себе вопрос, который убирает туман. Что именно изменилось? И я сейчас говорю не про слова и не про эмоции, а про реальность, потому что слова могут быть теплыми и даже искренними. Но если в прошлый раз проблема была в том, что человек исчезал, обесценивал, не выдерживал разговоров, не держал договоренности, не мог давать стабильность, то возвращение возможно только в одном случае, если меняется механизм, а механизм меняется только действиями, не сообщениями. И вот здесь очень важная деталь, которая ломает иллюзию. Человек может скучать и при этом не быть готовым строить. Человек может написать из одиночества, из вины, из привычки, из желания проверить доступность, из желания вернуть контроль над ситуацией, и это не делает его монстром. Это делает его человеком, но тебя сейчас интересует не его человечность. Тебя интересует твоя безопасность, потому что сочувствие к другому не должно отменять сочувствие к себе. Если ты отвечаешь, то ты отвечаешь так, чтобы не оставлять дверь в полутонах, потому что полутона — это самый сильный наркотик ожидания. Поэтому ты отвечаешь коротко, спокойно, без эмоций и без крючков. И ты не входишь в диалог, который растекается в намеки, воспоминания и обсуждение чувств, потому что обсуждение чувств на этой стадии чаще всего превращается в новый круг, где ты опять ждешь, опять надеешься, опять читаешь паузы. Есть одна очень взрослая рамка, которая может удержать тебя, если ты все же решаешь разговаривать, ты не обсуждаешь отношения в чате, потому что чат — это среда, где мозг легко скатывается в микродозы, где можно писать ночью, где можно оставить недосказанность, где можно исчезнуть. И если ты уже однажды обжигался об исчезновении, тебе не нужно снова строить разговор в среде исчезновений. Поэтому если разговор вообще имеет смысл, он имеет смысл только в формате, где есть ясность, время, конкретика, и где вы обсуждаете не эмоции, а условия, потому что эмоции могут быть любыми, а условия определяют, будет ли безопасно. И вот здесь я скажу тебе жесткий, но честный критерий. Если человек не готов к условиям, значит, он не готов к возвращению. Потому что взрослое возвращение не начинается с фразы «я скучаю». Взрослое возвращение начинается с признания, что было небезопасно, с готовности разбирать конкретные причины, с готовности менять поведение, с готовности к последовательности. И если этого нет,
что контакт превращается в микродозу, и ты снова оказываешься в ожидании. Очень важный момент, который ломает людей, это когда человек пишет что-то теплое, а потом снова исчезает. И ты в этот момент чувствуешь, как будто тебя дернули крючком, потому что сначала облегчение, потом пустота, и мозг начинает бегать сильнее. И если это случается, тебе важно не считать это судьбой и не считать это проверкой любви. Это просто повтор старой динамики, и если динамика повторилась в первые же шаги, она повторится дальше, потому что стиль проявляется в мелочах, особенно в напряжении. Если ты поймал себя на том, что после одного сообщения ты снова потерял сон, снова стал ждать, снова стал прокручивать, то это не значит, что ты слабый. Это значит, что рана еще чувствительна. И значит, тебе сейчас нужно не продолжать контакт, а закрыть его и вернуть себя обратно в восстановление. Потому что ты уже знаешь цену, а цена — это не просто настроение. Цена — это твое тело, твой сон, твоя концентрация, твоя работа, твое достоинство. Я хочу дать тебе мини-историю, потому что на историях это виднее. Мужчина, назовем его Роман, был уверен, что если бывшая напишет, он спокойно поговорит и все расставит, потому что он чувствовал, что уже стал взрослым, и когда она написала, он ответил сразу, потому что ему показалось, что это будет сильным и правильным, и первые сообщения были теплыми, и в нем включилась надежда, а через 2 дня она снова исчезла, и он почувствовал, что его будто вывернули обратно в начало. И самое болезненное было не исчезновение. Самое болезненное было то, что он сам открыл дверь и потом снова остался в ожидании. И когда он пришел в себя, он понял, что его ошибка была не в том, что он ответил. Его ошибка была в том, что он ответил без рамки, без паузы, без проверки реальности и без уважения к тому, что его нервная система еще уязвима. Когда он в следующий раз получил похожее сообщение, он сделал иначе. Он не ответил сразу. Он дал себе время. Он вернул тело, он спросил себя, что реально изменилось. И он ответил нейтрально и коротко. И когда увидел, что другой человек снова пытается уйти в полутон, он не пошел туда, потому что он уже знал, чем это заканчивается. И вот это и есть взрослость. Не холодность, а способность удержать рамку, когда химия зовет нарушить ее. И тут я хочу сказать одну вещь, которая может звучать резко, но она часто спасает, если человек возвращается к тебе только тогда, когда ему плохо, одиноко или скучно, а исчезает, когда ему нормально, то ты для него становишься не партнером, а регулятором, а ты сам пытаешься выйти из того, чтобы быть регулятором для другого и иметь регулятора снаружи. И если ты снова входишь в эту роль, ты снова попадаешь в ту же систему, где ты живешь на чужих колебаниях. Поэтому твое решение здесь звучит не как запрет. Оно звучит как выбор. Я выбираю отношения только там, где есть последовательность и ответственность. И если этого нет, я выбираю себя, даже если мне грустно, потому что грусть проживается, а ожидание пожирает. И теперь холиварный вопрос, который обычно делит людей пополам, потому что он задевает гордость и страх одиночества одновременно. Если бывший человек возвращается без конкретных действий, что честнее, вообще не отвечать, чтобы не кормить петлю, или ответить нейтрально, но поставить рамку, чтобы увидеть, способен ли он на взрослый контакт, и что из этого для тебя является заботой о себе, а что является попыткой выглядеть правильно. Ты можешь чувствовать, что после всех этих правил и рамок у тебя внутри возникает одна очень неприятная мысль. А вдруг я превращаюсь в холодного человека? А вдруг я теперь вообще никому не буду доверять? А вдруг я стану тем, кто закрывается заранее, чтобы не испытывать боль? И здесь важно не перепутать границы с броней, потому что границы — это то, что позволяет тебе быть живым и оставаться собой. А броня — это то, что делает тебя безопасным ценой жизни, и твоя цель не в броне. Твоя цель в устойчивости, где ты можешь чувствовать, но не рушиться. И чтобы эта устойчивость действительно появилась, тебе важно понять одну вещь, которую редко говорят прямо. Большинство людей в отношениях ищут не любовь как идею, они ищут регуляцию.
И это не цинично, это нормально, потому что человек социальный, и его нервная система успокаивается в безопасной связи. Но проблема начинается тогда, когда единственная форма регуляции — это один конкретный человек, потому что тогда любой сбой превращается в угрозу, и ты начинаешь вести себя так, будто у тебя забрали почву. И отсюда рождаются проверки, контроль, навязчивые мысли, обиды, объяснения ночью и все то, что ты сам уже ненавидишь в себе. Болби называл это системой привязанности. И если говорить простыми словами, когда связь стабильная, система спит, она не кричит, а когда связь нестабильная или оборвалась, система просыпается и начинает искать. И если ты хочешь перестать жить под диктовку этой системы, ты строишь внутри себя и вокруг себя несколько источников регуляции, чтобы твоя нервная система знала, что у нее есть не одна дверь, а несколько. И тогда даже если одна дверь закрылась, ты не падаешь в темноту. Поэтому сейчас я хочу дать тебе не еще одну теорию, а набор сцен, где ты узнаешь себя, потому что именно сцены показывают, что ты делаешь автоматически и что можно заменить, чтобы перестать повторять круг. И я сделаю это так, чтобы ты не слушал общие советы, а видел конкретное, как будто ты смотришь на себя со стороны и выбираешь другое. Первая сцена — это утро, потому что утро часто самое уязвимое, ты открываешь глаза, и мозг еще не включил социальную маску, еще не включил работу, еще не включил дела, и в эти секунды мозг первым делом ищет привычный ритуал. И если раньше ритуалом был сигнал от человека, то сейчас появляется пустое место, и мозг пытается заполнить его проверкой, потому что проверка кажется способом вернуть привычное. И вот здесь ты либо снова запускаешь день ожиданием, либо начинаешь день опорой. Опора утром не должна быть героической, потому что героизм утром редко выдерживается. Опора утром должна быть простой и повторяемой: свет, вода, воздух, короткое движение, потому что ты даешь нервной системе базовый сигнал, что день начался и что ты управляешь хотя бы первым шагом, и это кажется мелочью. Но мозг учится именно на таких мелочах, потому что они повторяются, а повторение и есть обучение. Вторая сцена — это середина дня, когда ты вроде бы занят, но внезапно приходит триггер: слово, песня, место, чужая пара, случайная ассоциация, и тело делает маленький рывок, как будто тебя дернули. И в этот момент у тебя есть выбор, которого раньше не было. Ты можешь превратить триггер в спираль, или можешь превратить триггер в волну, потому что триггер сам по себе не страшен, страшно то, что ты начинаешь делать после триггера. Если после триггера ты идешь в спор информации, если ты идешь в проверку, если ты начинаешь прокручивать и строить версии, ты превращаешь волну в спираль. А если после триггера ты сначала возвращаешь тело, длинный выдох, опора, движение, и только потом возвращаешь внимание к делу, ты превращаешь триггер в волну, и волна проходит быстрее, чем если ты ее кормишь. Потому что волна не любит внимания, она любит завершение. Третья сцена — это вечер, потому что вечером приходит усталость, а усталость делает тебя уязвимым, и ночью мозг любит старые дорожки, потому что ночью меньше контроля и больше фантазии. И ночью тебе может казаться, что нужно срочно решить судьбу, что нужно срочно понять, что нужно срочно написать, что нужно срочно закрыть. И здесь очень важно, чтобы у тебя было одно взрослое правило. Ночью ты не решаешь судьбу. Ночью ты восстанавливаешься, потому что ночью ты не в ресурсе, а решения без ресурса почти всегда ведут к петле. Это правило не про дисциплину, это про понимание мозга, потому что недосып снижает способность тормозить импульсы и усиливает реактивность. И если говорить по-человечески, ночью ты становишься более чувствительным, и именно поэтому ночью кажется, что все окончательно, что все страшно, что все надо решить. А утром многие мысли выглядят иначе, поэтому ты не даешь ночи управлять твоей жизнью. Ты просто признаешь, что ночь — это время сна, и строишь ритуал, который возвращает телу сигнал безопасности. Теплый душ, мягкий свет, спокойное дыхание,
книга, тишина, что угодно, что делает тебя менее реактивным. Теперь я хочу сделать важный поворот в сторону, которая часто болезненна, но без нее ты не доберешься до устойчивости. И этот поворот про то, что ты боишься не только потери человека, ты боишься состояния, где ты один. И это состояние иногда пугает сильнее, чем сама любовь, потому что любовь хотя бы давала смысл. И когда смысл исчезает, ты сталкиваешься с пустотой. И пустота кажется провалом, но пустота часто означает только одно, что старый смысл ушел, а новый еще не построен. Если ты хочешь построить новый смысл, тебе нужно перестать использовать отношения как единственный контейнер смысла, потому что тогда любая потеря будет катастрофой. И смысл можно строить иначе, через дело, через развитие, через связь с друзьями, через тело, через вклад, через обучение, через проекты, через маленькие ежедневные обязанности перед собой, потому что смысл не обязательно должен быть великим. Смысл должен быть устойчивым. И устойчивый смысл всегда состоит из маленьких элементов, которые не исчезают вместе с одним человеком. Я расскажу еще одну мини-историю, чтобы ты увидел, как это работает в реальности. Мужчина, назовем его Слава, говорил, что больше всего его ломает не расставание, а тишина после, потому что раньше каждый вечер был какой-то контакт, разговор, переписка, ожидание, и даже если отношения были тяжелыми, они давали структуру, а после разрыва структура исчезла, и тишина стала как пустая квартира, и он пытался заполнить эту квартиру прошлым, потому что прошлое было мебелью, и ему казалось, что если он уберет прошлое, он останется в пустоте. Поворот случился, когда он сделал одну вещь, он перестал пытаться вернуть старую мебель и начал ставить новую, но не в виде грандиозного ремонта, а в виде маленьких предметов, прогулка по одному маршруту каждый вечер, разговор с одним человеком раз в несколько дней, новое занятие в фиксированное время, небольшой проект, который он доводил до конца. И через несколько недель он заметил, что тишина перестала быть угрозой, потому что в тишине появилась новая структура. И структура дала мозгу сигнал, что жизнь продолжается. И когда мозг получил этот сигнал, тяга к старому стала слабее, потому что старое перестало быть единственным способом заполнить пустоту. И вот здесь важно сказать про одну ловушку, которая возвращает людей в круг даже тогда, когда они делают многое правильно. Эта ловушка называется «объяснение через себя». Потому что после расставания ты можешь начать считать, что если тебя оставили, значит, с тобой что-то не так, значит, ты недостаточно хороший, недостаточно нужный, недостаточно достойный. И это превращает боль в приговор, потому что тогда ты страдаешь не только по человеку, ты страдаешь по своей ценности. И это самая тяжелая часть. Современная нейронаука и психология здесь говорят одну простую вещь. Выбор другого человека не является измерителем твоей ценности. Выбор другого человека является измерителем его способности строить, его зрелости, его совпадения с тобой, его страха близости, его ограничений. И это не утешение, это реальность, потому что один и тот же человек может уходить от одного и оставаться с другим, не потому что один хуже, а потому что он не умеет быть стабильным, или потому что он ищет другое, или потому что он не готов, и если ты перестаешь делать из чужого ухода экзамен на свою ценность, ты начинаешь восстанавливаться быстрее, потому что у тебя исчезает самый токсичный слой — слой самоунижения. И теперь я хочу дать тебе практику, которая помогает именно с этим, потому что это не решается словами, это решается новым опытом. Ты начинаешь обращаться с собой так, как обращаются с человеком, который важен, и это звучит слишком просто, но это и есть база. Ты не разрушишь себя недосыпом. Ты не разрушаешь себя постоянной прокруткой. Ты не ставишь себя в позицию ожидания. Ты не питаешь себя новостями. Ты не кормишь себя сравнениями. Потому что сравнение — это еще один наркотик. Ты не превращаешь себя в суд. И каждый раз, когда ты выбираешь это, ты даешь мозгу факт, что ты ценен. Потому что мозг верит не фразам. Мозг верит действиям. И вот в этой точке ты начинаешь замечать, что ты становишься менее доступным для старой динамики, потому что раньше ты мог терпеть, мог оправдывать, мог ждать, мог подстраиваться, а теперь ты начинаешь видеть, что цена слишком высока,
И когда цена становится видимой, зависимость ослабевает, потому что зависимость держится на том, что мозг видит только выгоду и не видит цену, а ты учишься видеть обе стороны. И теперь я хочу, чтобы мы вернулись к тому самому вопросу, который держит людей годами. Можно ли вернуться и сделать по-другому, потому что многие живут в фантазии, что если бы бывший-то вернулся и сказал правильные слова, они бы успокоились. Но успокоение не приходит от слов. Успокоение приходит от устойчивости. И устойчивость приходит от поведения. Поэтому, если когда-нибудь человек вернется, единственный критерий, который имеет значение, это готов ли он к последовательным действиям и к ответственности, потому что без этого возвращение будет просто новой версией старого круга. Ты доходишь до момента, когда начинает пугать не только прошлое, но и будущее, потому что прошлое хотя бы знакомо, даже если оно больное, а будущее неизвестно, и мозг в неизвестности любит делать одну вещь, он либо романтизирует прошлое, либо начинает требовать гарантии от будущего. И обе стратегии выглядят как контроль, просто в разной одежде. Потому что одна стратегия говорит «верни назад», а другая говорит «дай мне уверенность, что впереди будет безопасно, и если ты в этом месте начинаешь давить на себя, мол, теперь я обязан быть идеальным и никогда не ошибаться, ты только усиливаешь напряжение, потому что идеальность всегда делает нервную систему жестче, а жесткость всегда ищет расслабление, и чаще всего это расслабление она пытается получить через чужую реакцию. Если ты хочешь действительно выйти из круга и не зайти в него снова, с новым человеком, тебе важно научиться различать три вещи — химическую сцепку, эмоциональную близость и безопасность, потому что химия может быть сильной без близости. Близость может быть теплой, без безопасности, а безопасность может быть спокойной, без химического взрыва. И твоя взрослая задача не в том, чтобы убить химию, и не в том, чтобы жить как робот. Твоя задача в том, чтобы перестать принимать химический всплеск за доказательство судьбы, потому что химический всплеск часто является доказательством того, что система вознаграждения увидела знакомый паттерн, а знакомый паттерн не обязательно полезен. Хелен Фишер описывала романтическое стремление как отдельную систему. И если переводить это на бытовой язык, твой мозг умеет включаться на человека как на цель. Причем включаться может даже тогда, когда этот человек не подходит тебе по реальности, потому что цель и реальность — разные вещи. И поэтому ты можешь тянуться к тому, кто триггерит твою старую схему, а не к тому, кто дает тебе безопасность. Потому что безопасность сначала может казаться скучной, особенно если ты привык, что любовь всегда идет рядом с напряжением. И это место очень важно, потому что именно тут многие люди снова выбирают качели. Не потому что они глупые, а потому что их нервная система путает интенсивность с ценностью. Интенсивность появляется быстро, особенно когда есть дефицит, когда человек то рядом, то исчезает, когда он говорит красиво, но делает не всегда, когда он включает тебя, а потом пропадает. И этот механизм похож на азарт, потому что мозг начинает ждать следующую награду, и ожидание разогревает тягу. И чем сильнее тяга, тем ценнее кажется сам объект, хотя ценность на самом деле создается твоей системой ожидания, а не качеством связи. И если ты хочешь перестать попадать в это, тебе нужен фильтр, который не зависит от фантазий. И этот фильтр называется последовательность. Последовательность не звучит романтично, но она определяет, будет ли тебе безопасно. Потому что последовательность — это когда человек не исчезает без слов, не наказывает молчанием, не меняет отношение к тебе как погоду, не делает из близости инструмент власти. И если человек может быть последовательным в мелочах, он чаще всего будет последовательным и в большом. А если он не последовательный в мелочах, ты потом будешь пытаться построить дом на зыбком, и дом будет трястись, даже если в некоторые дни там тепло. Чтобы это не оставалось теорией, я дам тебе несколько коротких сцен, в которых ты легко узнаешь тревожную сцепку еще в начале знакомства, без того, чтобы превращаться в подозрительного контролера. Потому что контроль — это тоже тревога, а тебе нужно не контроль, тебе нужна наблюдательность. Первая сцена — это пауза.
потому что пауза показывает, как устроен человек и как устроен ты. Если человек исчезает на долгое время, без объяснения, и потом возвращается, как будто ничего не было, и если у тебя в этот момент поднимается желание не говорить о своем дискомфорте, потому что ты боишься, что он уйдет снова, то это уже сигнал, что ты снова начинаешь уменьшаться, потому что ты выбираешь молчание ради сохранения связи, а связь, которая держится на твоем молчании, редко становится безопасной. Вторая сцена — это граница, потому что граница показывает зрелость лучше, чем комплименты. Если ты говоришь, что тебе неудобно поздно созваниваться, или что тебе важно предупреждать, если планы меняются, или что ты не обсуждаешь бывших в подробностях на первом месяце, и человек реагирует уважительно, без насмешки и без давления, это хороший знак. А если человек реагирует так, будто твоя граница — это каприз, и начинает стыдить тебя, называть сложным, называть чувствительным, называть требовательным, это не просто плохая шутка, это стиль, и стиль потом будет проявляться снова, когда станет реально неудобно. Третья сцена — это конфликт, потому что конфликт неизбежен. И если человек не умеет оставаться в разговоре, а уходит в тишину, исчезает, замораживает контакт, или наоборот нападает и обесценивает, то ты снова окажешься в той же динамике, где твое тело живет в угрозе, потому что оно не знает, что будет завтра. И если ты пережил это уже раз, тебе не нужно повторять ради надежды, потому что надежда не заменяет навыки. И здесь важно, чтобы ты умел говорить о своих потребностях так, чтобы это не превращалось в давление, потому что многие люди с тревожной схемой либо молчат до последнего, а потом взрываются, либо начинают говорить в форме претензий, потому что внутри слишком много напряжения. И тогда другой человек защищается, и контакт разрушается. Поэтому тебе нужен третий способ — спокойный, короткий и взрослый, где ты говоришь о себе, а не о том, какой другой плохой. Ты можешь говорить так: «Мне важно, чтобы мы не исчезали друг для друга без слов. Если тебе нужно время, мне спокойнее, когда ты просто скажешь, что ты занят и вернешься позже, потому что тишина для меня тяжела, и я не хочу строить догадки, и если человек слышит, он не будет спорить с твоей потребностью. Он может обсуждать формат, но он не будет обесценивать. А если человек обесценивает, ты получаешь ответ раньше, чем вложился слишком глубоко». Чтобы ты увидел, как это работает в жизни, я расскажу мини-историю, потому что истории дают гораздо больше пользы, чем общие советы. Женщина, назовем ее Вика, после тяжелого расставания решила, что теперь она будет выбирать людей по безопасности. И когда она познакомилась с новым мужчиной, ей сначала показалось, что он слишком спокойный, что в нем мало огня, что нет того взрыва, который она считала любовью, но через 2 недели она заметила, что она стала лучше спать, что она перестала проверять телефон, что она не читает между строк, что она может жить днем и не сторожить сигнал. И именно тогда она впервые почувствовала, что спокойствие не равно скука, спокойствие равно отсутствие угрозы, и что ее прежняя яркость была не всегда яркостью любви. Иногда яркость была яркостью тревоги, потому что тревога тоже дает адреналин. Но в какой-то момент у Вики сработала старая схема, потому что мужчина задержал ответ, и она почувствовала знакомую волну, и раньше она бы написала несколько сообщений, начала бы проверять, начала бы строить версии, а тут она сделала паузу, вернула тело. И потом сказала одну простую фразу: «Мне важно понимать, что с тобой, когда ты пропадаешь, потому что я начинаю тревожиться». И мужчина спокойно объяснил, что был на встрече, что не хотел отвечать на бегу и предложил заранее предупреждать. И в этот момент Вика поняла разницу между человеком, который способен строить, и человеком, который делает из твоей тревоги твою проблему. И вот это и есть взрослый критерий. Ты не ищешь человека, который никогда не ошибается. Ты ищешь человека, который способен восстанавливать контакт. Потому что восстановление — это главный навык зрелых отношений. И когда ты выбираешь партнера по способности восстанавливать, ты перестаешь бояться каждой мелочи,
потому что у тебя появляется ощущение опоры. И именно опора лечит привязанность, а не попытка никогда не чувствовать. Теперь я хочу поговорить о том, что часто называют травмой, но я скажу это без громких слов, потому что громкие слова часто заставляют людей думать, что с ними навсегда что-то не так, а на самом деле речь про память нервной системы. Ван дер Колк писал о том, что тело хранит опыт, и если переводить это на твою ситуацию, это означает, что даже когда ты логически понимаешь, что новый человек не твой бывший, тело может реагировать на похожие сигналы как на угрозу, потому что тело запомнило, что пауза раньше была болью, что молчание раньше было наказанием, что неопределенность раньше ломала. Если ты хочешь не переносить прошлое на настоящее, тебе нужно научиться распознавать, когда реагирует прошлое, а когда реагирует реальность. Реальность отличается тем, что она подтверждается действиями, если новый человек последователен, если он объясняет, если он слышит, если он не исчезает, а тело все равно тревожится. Значит, это след прошлого. И с этим можно работать через регуляцию, через замедление, через доверие, которое растет шагами. А если новый человек непоследователен, если он дает дефицит и игру, а тело тревожится, значит, тревога не только из прошлого, тревога еще и из настоящего, потому что настоящее действительно небезопасно. И здесь важен выбор, потому что ты можешь не лечить старую рану, загоняя себя снова в ту же ситуацию. Ты можешь лечить старую рану в безопасной среде. И чтобы у тебя был конкретный инструмент, я дам тебе маленький тест, который можно делать в голове, не как экзамен, а как проверку. Когда тебя тянет ускориться в новых отношениях, когда хочется сразу закрепить, сразу назвать, сразу требовать, сразу сжать дистанцию, ты спрашиваешь себя: «Я сейчас хочу близости» или «Я хочу снять тревогу», потому что близость и снятие тревоги — разные вещи. Близость строится через узнавание и договоренности, а снятие тревоги пытается получить быстрый контроль. И если ты видишь, что ты хочешь снять тревогу, ты сначала регулируешь тело, а потом говоришь, потому что иначе ты будешь говорить из паники, а паника всегда звучит как давление. И еще один инструмент, который очень полезен, но редко используется, потому что кажется слишком простым. Ты выбираешь темп, в котором тебе не нужно отменять себя. Ты не отменяешь друзей, не отменяешь дела, не отменяешь сон, не отменяешь тело ради того, чтобы доказать свою ценность. Потому что если ты сразу начинаешь жить вокруг человека, ты снова делаешь его центром. А центр — это то, что потом ломается. И когда центр ломается, ломается все. Поэтому ты оставляешь себе свою жизнь как опору, а отношения как часть жизни, а не как единственный смысл. Черниговская часто говорит про мозг как про систему привычек и экономии. И если это перевести на твою тему, получится очень прямой вывод. Если ты снова создашь привычку, где твоя нервная система успокаивается только через одного человека, мозг выберет эту привычку, потому что она короткая и экономичная. Но потом ты снова станешь зависимым. Поэтому твоя взрослая задача не создать идеальные отношения. Твоя задача создать такие условия, где у тебя есть несколько источников устойчивости, чтобы отношения не становились кислородом. Теперь я хочу дать еще одну мини-историю, которая покажет, как люди путают заботу и контроль, потому что это тоже важный слой. Мужчина, назовем его Кирилл, после расставания решил, что он будет строить все правильно, и когда он начал встречаться с девушкой, он стал очень внимательным, очень заботливым, очень включенным. Но внутри он не замечал, что эта забота была способом контроля, потому что если он постоянно в контакте, он не тревожится, если он постоянно пишет, он держит связь, если он постоянно планирует, он не чувствует неопределенности. И когда девушка попросила немного воздуха, он почувствовал угрозу, и в этот момент он понял, что его забота не всегда была про нее. Иногда его забота была про то, чтобы не чувствовать тревогу. И это не делает заботу плохой, это делает важным вопрос мотивации, потому что забота из любви расширяет другого,
а забота из тревоги сжимает. И если ты хочешь быть зрелым, ты учишься видеть, где ты действуешь из любви, а где из тревоги, потому что из тревоги ты начинаешь нарушать границы, даже если делаешь это мягко, и люди чувствуют это. И вот здесь я хочу снова вернуть тебя к ключевой теме, потому что она объединяет и расставание, и новые отношения, и восстановление, и выбор партнера. Твоя главная задача не стать человеком, который не привязывается. Твоя главная задача стать человеком, который умеет регулировать себя, чтобы привязанность не превращалась в зависимость. И это звучит как длинная работа. Но на практике это несколько повторяющихся действий. Пауза перед импульсом, дыхание как первая помощь, движение как разрядка, ясные слова о потребностях без давления, проверка действий вместо обещаний и бережный темп, в котором ты не теряешь себя. Ты дошел до места, где хочется не просто понимать, а уметь говорить, потому что в жизни тебя ломают не красивые теории, а конкретные моменты, когда ты стоишь с телефоном в руке, когда тебе хочется написать бывшему, когда новый человек вдруг замолчал, когда общие друзья подбрасывают новости, когда тебя спрашивают напрямую, и ты не знаешь, как ответить, чтобы не разрушить себя. И вот здесь терапевтический монолог становится по-настоящему полезным только тогда, когда у тебя есть готовые речевые конструкции, которые ты можешь произнести без стыда и без оправданий. Начнем с самого сложного и самого частого, с бывшего, потому что бывший почти всегда возвращается не в тот момент, когда тебе спокойно, а в тот момент, когда у тебя уже чуть светлее, и ты уже почти дышишь, потому что так устроена динамика, когда другой человек чувствует, что ты вышел из поля, и ему становится непривычно, и он пробует вернуть контакт. Иногда из одиночества, иногда из вины, иногда из желания проверить доступность, иногда потому что правда скучает, и ты не обязан угадывать мотив, потому что мотив не делает тебя безопаснее. Тебя делает безопаснее твоя рамка. Если бывший пишет что-то нейтральное, ты можешь отвечать так, чтобы не открывать эмоциональный канал, и чтобы не оставлять хвостов, которые потом будут крутиться ночью. Ты можешь сказать: «Я вижу твое сообщение, сейчас мне важно держать дистанцию, поэтому я не готов обсуждать личное. Если это вопрос по делу, сформулируй конкретно, и я отвечу». И здесь важно не украшать это объяснениями, потому что чем больше объяснений, тем больше пространства для диалога и для полутона. А полутон — это то, что держит ожидание. Если бывший пишет теплое и личное, вроде «скучаю, думаю о тебе, хочу поговорить», ты можешь ответить так, чтобы не спорить с эмоциями и не подкармливать надежду. Ты можешь сказать: «Я понимаю, что ты чувствуешь, но мне сейчас важно восстанавливаться, поэтому я не вхожу в личные разговоры». И это не наказание, это забота о моей нервной системе, и снова ты не добавляешь дальше ничего, потому что дальше мозг начнет искать продолжение. Если бывший пытается перейти в разговор о том, что вы могли бы попробовать еще раз, тебе нужна фраза, которая сразу переводит разговор из романтики в реальность. Потому что взрослость проверяется там, где начинаются конкретные условия. И ты можешь сказать: если речь про возвращение, это возможно только как разговор про изменения и про действия, не про чувства, потому что чувства у нас уже были. Вопрос в том, как будет устроена стабильность. И если ты не готов к конкретике, я не продолжаю эту тему. И эта фраза особенно полезна тем, что она не обесценивает, но ставит рамку, потому что человек, который пришел за микродозой, не выдержит рамку, а человек, который правда готов к изменениям, будет говорить конкретно. Если бывший начинает давить, обвинять, выводить на эмоции, тебе нужна фраза выхода, потому что иногда лучшая забота — это не продолжать разговор, а закончить его, и ты можешь сказать: «Я не готов разговаривать в таком тоне. Я закончу на этом», и ты действительно заканчиваешь, потому что слова бездействия возвращают тебя в ту же роль, где ты снова оправдываешься и снова пытаешься заслужить право на спокойствие. Теперь про общих людей, потому что общие люди часто становятся скрытым каналом микродоз. И это особенно подло, потому что вроде бы не ты проверяешь, вроде бы тебе просто рассказали, и ты не виноват. Но мозг не интересуется виной, мозг интересуется стимулом.
и стимул снова запускает ожидание. Поэтому тебе нужна очень простая фраза для друзей, которую ты произносишь без смеха и без оправданий. Я сейчас не хочу слышать новости про него или про нее. Мне так легче восстанавливаться. И если кто-то начинает спорить, что это детский сад, что надо быть взрослым, ты можешь спокойно сказать: взросло — это беречь свою нервную систему, а не доказывать стойкость чужими новостями. И все, без продолжения. Теперь про новый контакт, потому что именно в новом контакте чаще всего всплывает старая тревога. И тебе важно не превращать тревогу в контроль, а контроль в давление. Поэтому тебе нужен язык, который говорит о тебе, а не обвиняет другого. Если новый человек замолчал, и ты чувствуешь, что тебя начинает поднимать, ты не пишешь из паники, ты сначала возвращаешь тело, а потом пишешь коротко и ясно. Мне важно понимать, когда ты исчезаешь без слов, потому что я начинаю тревожиться. Если тебе нужно время, просто скажи, что вернешься позже. И эта фраза сразу показывает зрелость, потому что зрелый человек не будет смеяться над твоей потребностью в ясности. Он может обсуждать формат, но он не будет обесценивать. Если ты хочешь обозначить границу без конфликта, например, про темп, про встречи, про звонки, про ночные переписки, ты можешь говорить так: «Мне важно идти спокойно, чтобы не терять себя. Поэтому я не хочу переписок ночью, я отвечаю в дневное время, и ты не объясняешь почему, потому что твоя взрослая граница не нуждается в оправдании, она нуждается в последовательности». Если ты хочешь проверить человека на способность к близости, ты задаешь вопросы, которые невозможно отработать красивыми словами, потому что они про поведение. И ты можешь спрашивать так, как ты обычно решаешь недопонимание, что ты делаешь. Когда тебе тяжело, ты уходишь в тишину или говоришь, как тебе комфортнее строить контакт, тебе ближе обсуждать сразу или брать паузу. И дальше ты слушаешь не текст, ты слушаешь стиль, потому что стиль проявится в том, избегает ли человек конкретики, раздражается ли от темы ответственности, шутит ли над границами, или наоборот спокойно объясняет и умеет договариваться. Теперь важная часть — как просить без унижения, потому что многие люди после расставания начинают бояться просить, будто просьба — это слабость. И тогда они снова начинают молчать, копить, ждать, а потом взрываться. И чтобы не повторять, тебе нужен язык просьбы, который звучит спокойно. Просьба звучит так: «Мне важно, чтобы мы предупреждали друг друга, если планы меняются, мне спокойнее, когда есть ясность». И ты не добавляешь в просьбу обвинения, ты не говоришь «ты всегда», «ты никогда», ты говоришь о том, что тебе важно, и смотришь на реакцию, потому что реакция — это главный источник информации. И теперь то, что обычно помогает удержать весь этот сценарий в реальности, потому что слова — это хорошо, но в моменте тебя все равно может качнуть. Поэтому тебе нужен маленький протокол на один день, который ты повторяешь, когда накрывает. И этот протокол не про победу, он про выживание без отката. Когда накрывает, ты сначала делаешь выдох длиннее вдоха, потому что это самый короткий путь вернуть телу сигнал безопасности. Потом ты даешь телу движение, потому что иначе энергия уйдет в мысли. Потом ты делаешь одну маленькую завершенную вещь, чтобы мозг получил чувство контроля. И только после этого ты решаешь, что делать с сообщением или с импульсом. Потому что пока ты не вернул тело, ты выбираешь не решение, ты выбираешь обезболивание. И здесь важно, чтобы ты перестал ждать идеального состояния, потому что идеальное состояние не наступает, а жизнь идет. И зрелость не в идеальном спокойствии. Зрелость в том, что ты можешь быть в волнении и все равно не разрушать себя, потому что ты знаешь, что волна пройдет, если ты не кормишь ее действиями. Сейчас я добавлю еще одну мини-историю, потому что ты просила истории. А истории дают ощущение, что ты не один, и что это правда возможно, и это история про человека, который делал все правильно, но все равно срывался, пока не увидел одну маленькую вещь. Женщина, назовем ее Соня, прекращала микродозы, держала дистанцию, занималась телом, но каждый раз она срывалась в момент, когда ей становилось легче,
потому что ей хотелось убедиться, что она свободна. И она называла это проверкой зрелости. Но это была проверка зависимости, и однажды она сделала простое наблюдение. Каждый раз, когда она проверяла, она не хотела знать факты. Она хотела почувствовать облегчение. И когда она честно признала, что это не любопытство, а обезболивание, она перестала делать вид, что это нейтрально, и стала относиться к этому как к триггеру. И когда она перестала проходить через триггер, ее восстановление стало быстрее, потому что она перестала сама себе подбрасывать повод для ожидания. И вот тут мы приближаемся к тому, что дает завершенность без лозунгов, потому что завершенность в такой теме — это не про громкую точку. Завершенность — это про спокойное знание, что у тебя есть инструменты и что ты умеешь их применять, и что если тебя накроет снова, ты не обязан падать в старую яму, потому что у тебя есть протокол, у тебя есть фразы, у тебя есть рамки, у тебя есть понимание, где твоя тревога, а где твоя реальность. В следующей части я соберу все это в одну большую сцену, где ты проходишь через день, в котором тебя провоцирует все: утро, работа, триггер, знакомые, сообщения, вечер, и ты удерживаешь себя не силой, а последовательностью. И в конце этой сцены будет финальный холиварный вопрос, который реально заставляет людей писать комментарии, потому что он про выбор, который люди редко признают вслух, но который все делают. Либо они выбирают сон и нервную систему, либо они выбирают надежду и образ, и именно этот выбор определяет, сколько длится боль. Ты просыпаешься и еще не успел толком открыть глаза, а мозг уже пытается сделать старое, потому что мозг любит привычки, и привычки особенно сильны утром, когда ты еще не включил контроль и не включил социальную роль. И в эти минуты очень легко снова стать человеком, который ищет сигнал не потому, что он слабый, а потому что мозг экономит энергию и выбирает самую протоптанную дорожку. Ты лежишь и чувствуешь, как рука хочет потянуться к телефону. И если ты сейчас позволишь этому движению случиться, день начнется с ожидания, а ожидание станет фоном, и ты уже знаешь, чем это заканчивается. Поэтому ты делаешь то, что кажется слишком простым, чтобы быть серьезным, но именно простое и работает. Ты сначала возвращаешь тело, а потом решаешь, и ты не споришь с этим правилом. Ты делаешь несколько выдохов длиннее вдоха, потому что выдох снижает возбуждение, а тебе нужно снизить возбуждение хотя бы на пару процентов, чтобы ты мог выбирать, а не реагировать. Потом ты встаешь и включаешь свет, потому что свет помогает мозгу перейти в режим дня. И ты пьешь воду, потому что вода возвращает телу ощущение нормальности, и ты делаешь маленькое движение. Не спорт и не подвиг, а просто движение, чтобы тело перестало быть зажатой пружиной. И только после этого ты берешь телефон, не чтобы проверить прошлое, а чтобы сделать одну функциональную вещь, которая закрепит новый маршрут. Ты пишешь одному безопасному человеку короткую нейтральную фразу «доброе утро» или просто ставишь себе задачу на день, потому что мозгу нужно видеть будущее, чтобы прошлое меньше держало. И когда ты так начинаешь утро, ты уже на 2 шага дальше, чем раньше, потому что раньше утро было входом в петлю, а теперь утро стало входом в опору. Ты выходишь в день, и вроде бы все идет нормально, но потом наступает середина дня, и это место опасно тем, что оно внезапное, потому что ты можешь быть занятым, и вдруг где-то в разговоре звучит имя, или ты видишь похожий силуэт, или попадается песня, или кто-то на работе говорит случайную фразу, которая ассоциируется, и ты чувствуешь, как внутри делается маленький удар, и это удар всегда быстрее мысли, потому что тело реагирует раньше логики. Раньше после такого удара ты бы делал одно и то же. Ты бы начинал искать объяснения, прокручивать, смотреть, проверять или уходить в фантазию, а сейчас ты знаешь главное — триггер не опасен. Опасно то, что ты начинаешь делать после триггера. Поэтому ты не входишь в цепочку действий, ты входишь в короткий протокол, который обрывает спираль. Ты делаешь один длинный выдох, ты чувствуешь опору в стопах, ты смотришь на любой предмет рядом и называешь его внутри, чтобы вернуть мозг в конкретику, потому что руминация всегда живет в абстракции, а конкретика вытаскивает, и ты говоришь себе правду: меня триггернуло, это волна, я не обязан превращать волну в спираль.
И ты возвращаешься к делу, даже если внутри еще колышется, потому что возвращение к делу учит мозг, что триггер не управляет твоим днем. Ближе к вечеру может случиться самая коварная сцена, потому что она выглядит как случайность. Кто-то из общих знакомых пишет тебе, или ты сам натыкаешься на новость, или кто-то говорит, что видел его или ее. И в этот момент мозг делает вид, что это просто информация. Но тело реагирует как на стимул, и теперь важно не быть удобным, потому что удобство здесь будет означать, что ты примешь на себя чужую информацию как занозу, и потом будешь вытаскивать ее ночью. Если это знакомый, ты говоришь коротко, без оправданий и без агрессии: «Я сейчас не обсуждаю это, мне так проще восстанавливаться», и ты меняешь тему, потому что ты не обязан держать себя в огне, чтобы доказать взрослость. Взрослость в этой теме — это гигиена, а гигиена иногда выглядит как простое «нет». Если это случайная новость, и ты почувствовал, что тебя понесло, ты снова возвращаешься к протоколу: выдох, опора, движение, и потом ты делаешь одну вещь, которая возвращает мозгу ощущение управления. Ты завершаешь маленькое дело, любое, потому что завершение дает мозгу здоровое ощущение, что ты живешь вперед, а не назад. И вот ты приходишь домой, и наступает вечер. И вечер — это то место, где рушатся самые умные планы, потому что вечером ты истощен, и истощение делает тебя уязвимым. И именно вечером мозг начинает продавать тебе старые идеи. Он говорит: ну один раз, ну просто посмотрю, ну просто напишу, ну просто узнаю, и ты уже знаешь, что это не просто, потому что просто для системы вознаграждения означает подкрепление, и подкрепление означает ожидание. Поэтому ты делаешь вечер не временем суда, а временем восстановления. И это не романтика, это физиология. Ты выключаешь яркий свет, ты убираешь телефон подальше от кровати, ты делаешь теплую воду или душ, потому что тепло снижает напряжение. Ты делаешь несколько выдохов длиннее вдоха, и ты выбираешь один спокойный якорь: книга, музыка, любая вещь, которая не разгоняет нервную систему. Потому что если ты разгонишь, ты снова окажешься в голове, а в голове ночью очень легко начать переговоры с прошлым. И вот здесь появляется самый важный момент дня. Ты лежишь, и приходит мысль, что если бы он или она сейчас написали, тебе стало бы легче, и это правда, на минуту стало бы легче, и ты не обязан отрицать это. Ты просто добавляешь вторую часть правды, и завтра мне станет хуже, потому что вместе с облегчением вернется ожидание, и ожидание заберет сон, и ты снова начнешь жить вокруг сигнала. И когда ты так думаешь, ты не морализируешь, ты просто считаешь цену, потому что мозг в тяге забывает цену, а ты возвращаешь цену в картину. Если мысль не проходит, ты не устраиваешь с собой войну. Ты делаешь то, что делает взрослый. Взрослый не спорит с бурей. Взрослый дает буре пройти безопасно. Ты снова возвращаешь тело, выдох, опора, и ты можешь сказать себе вслух: «Я не обязан решать это сегодня. Моя задача сегодня — поспать, потому что сон — это то, что возвращает тебе контроль завтра». И это не красивая фраза, это биология. И вот утром следующего дня происходит маленькое чудо без фейерверков. Ты просыпаешься и понимаешь, что ты прожил вчера без микродозы, без срыва, без унижения, без ночного суда. И это не означает, что ты победил чувства. Это означает, что ты выбрал поведение, которое не кормит петлю. И именно так петля и умирает. Не через один героический день, а через много обычных дней, где ты снова и снова выбираешь сон, тело, ритм и ясность вместо ожидания. Теперь я оставлю тебе последний холиварный вопрос, который заставляет людей спорить, потому что он не про психологию, он про идентичность, и в комментариях на него всегда делятся на два лагеря. Что для тебя важнее — оставаться человеком, который держит дверь приоткрытой ради шанса и ради образа силы, или становиться человеком, который закрывает дверь ради здоровья и сна, даже если это выглядит неромантично, и даже если внутри сначала пусто, потому что иногда пусто — это не провал. Пусто — это место, где, наконец, может появиться новая жизнь, если ты перестанешь заливать туда прошлое. Поняла, тебе нужна не просто точка,
а нормальная человеческая концовка, где есть ощущение завершения пути, мягкая фиксация результата, призыв к действию для комментариев и алгоритма. И финальный вопрос, который заставит людей спорить. При этом без лозунгового перечня, без цитат из классиков и без повторения твоего примера. Ниже даю готовые окончания плюс призывы, которую ты ставишь в самый конец, после последнего смыслового блока. Она написана во втором лице, длинными фразами, без таймингов, без цифр, без тире и дефисов. И в конце я отмечу, как ты просила. Ты дошел до места, где внутри становится тише не потому, что ты стал каменным, а потому, что ты перестал кормить тревогу привычными действиями. И если вначале ты искал одно единственное объяснение, которое должно было щелкнуть и отменить боль, то сейчас у тебя есть гораздо более ценная вещь. У тебя есть способ держать себя в моменте, когда накрывает. У тебя есть язык, которым ты можешь говорить. У тебя есть рамки, которые защищают. И у тебя есть понимание, что твоя реакция была не доказательством слабости, а реакцией нервной системы на потерю опоры. И когда опора возвращается внутрь, боль перестает быть хозяином твоего дня. Возможно, ты не почувствовал мгновенного счастья, и это нормально, потому что восстановление редко выглядит как салют. Восстановление чаще выглядит как обычное утро, когда ты вдруг не хватаешься за телефон, как обычный вечер, когда ты не превращаешь тишину в суд, как обычный триггер, который проходит быстрее, чем раньше, и именно эти обычные моменты и показывают, что ты сдвинулся, потому что ты перестал жить в ожидании. А ожидание было самым тяжелым грузом, который ты носил на себе. И я хочу, чтобы ты услышал одну вещь без пафоса, потому что пафос не нужен, но правда нужна. Если ты дослушал до этого места, значит, ты способен выдерживать реальность, способен смотреть на свою боль прямо и способен выбирать поведение, которое тебя лечит, а не поведение, которое делает тебе хуже завтра. И эта способность важнее любых красивых слов, потому что она превращается в навык, который останется с тобой в любых отношениях и в любой потере. И именно поэтому это видео не про то, как забыть человека. Это видео про то, как вернуть себе власть над тем, что ты делаешь, когда тебе плохо. Если ты хочешь закрепить результат прямо сейчас так, чтобы это не растворилось на следующий день, сделай одну простую вещь, которая занимает секунды, но работает как внутренняя печать. Напиши в комментариях одну фразу, которую ты берешь с собой. Это может быть что-то очень короткое и очень твое. Например, что ты выбираешь сон вместо ожидания, что ты выбираешь рамки вместо полутона, что ты выбираешь себя даже когда скучаешь. Потому что, когда ты формулируешь это вслух, ты перестаешь быть человеком, который просто слушал, и становишься человеком, который сделал выбор. Если тебе важно, чтобы такие видео находили те, кто сейчас сидит ночью в той же темноте, в которой ты был, поставь лайк не как жест благодарности мне, а как инструмент алгоритма, потому что алгоритм видит реакцию и показывает это тем, кому это нужно. И иногда один лайк действительно помогает чужому человеку пережить ночь, не сорваться и не упасть в петлю, потому что рядом окажется не очередная мотивация, а ясная карта. И если ты хочешь продолжения в таком же стиле, где мы разбираем разные типы привязанности, разные сценарии отношений и то, как строить близость так, чтобы не терять себя, подпишись и включи уведомления, потому что дальше мы будем говорить не только про расставание, а про то, как жить так, чтобы любовь не превращалась в зависимость, и чтобы твоя нервная система больше не покупала тепло ценой тревоги. А теперь вопрос, который я хочу оставить в конце, потому что он всегда показывает, где у человека правда. И именно поэтому он вызывает спор, что для тебя является зрелостью — держать дверь приоткрытой ради того, чтобы не признать окончательность и не столкнуться с пустотой, или закрыть дверь ради сна, спокойствия и восстановления нервной системы, даже если какое-то время внутри будет пусто, потому что пустота пугает. Но именно в пустоте появляется шанс построить новую опору, которая не зависит от чужих колебаний.